Тула, 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 уголок родной. Сколько я протопал по Тульской мостовой, сколько я проехал трамвайного пути. Знает только Тула и девочки одни. В Киреевске родился, а в Туле долго жил. Учился на шахтера, по кабакам ходил. С братвой не расставался, я был одним из них. И в девочек влюблялся, я знатный был жених. Тула, 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 уголок родной. Сколько я протопал по Тульской мостовой, сколько я проехал трамвайного пути. Знает только Тула и девочки одни. В одной руке гитара, а в другой обрез. Достался, братцы, мне он за мастерский наезд. Помню бедолагу, когда-то защитил, а он за уважуху, пацаны, обрез мне подарил. Тула, 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 уголок родной. Сколько я протопал по Тульской мостовой, сколько я проехал трамвайного пути. Знает только Тула и девочки одни. Фортуна улыбалась всегда по жизни мне. Я много колесил по матушке стране. Я много испытал и много пережил. Все горести и радости я с ближними делил. Но жизнь не так проста, братва, не поле перейти. Прошли лихие годы, все это позади. За многое пред Богом пришлось мне дать ответ. Сейчас, друзья, для вас спою мой пламенный привет. Тула, 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 уголок родной. Сколько я протопал по Тульской мостовой, сколько я проехал трамвайного пути. Знает только Тула и девочки одни. Ах, Тула, 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 уголок родной. Сколько я протопал по Тульской мостовой, сколько я проехал трамвайного пути. Знает только Тула и девочки одни. Красивый вид Килова, Недославль, Тульская область. Вот так выглядит русская природа. Но мы сюда приехали по другому поводу. Недавно прошла информация, что образовалась воронка глубиной 15 метров и шириной примерно около 40. Вот я приехал, сейчас мы пойдем, покажем и посмотрим сами. Сейчас я увеличиваю потихонечку. Вот сюда мы и пойдем. Там уже зеваки есть или уже уходят? Уходят. Видите, ленточками там оградили место. И немного расскажем об этом месте. Вот сейчас мы идем пешком в сопровождении местного жителя. Ну а здесь, Сереж, что-нибудь бывало такое когда-нибудь? Вот сколько ты там живешь лет? Никогда не было, да? Ничего подобного. То есть, я смотрю, собака даже не чувствует никаких опасностей. Но самое интересное, я еще, наверное, в прошлом году смотрел. Вот территория такая. А эти воронки откуда? Вот, это во время войны все-таки здесь был рубеж какой-то, да? Вот, мы видим норы. А это что за норы такие?
Лисы? Лисьи норы. То есть лисы-то должны были почувствовать что-то там, шум какой-то земли. Нет? Ну, овраг-то глубокий. А я думал, здесь ручей текет. О, все-таки текет. Вот так вот. Не знаю, пройду, не пройду. Прошел. Вода есть. Теперь мы поднимаемся в так называемую гору. Крапивы очень много. Вот и мы говорили с той стороны. Это лисьи норы. Вот такие вот. Видите? То есть здесь живут лисы. По крайней мере, в прошлом году я это видел сам лично. Вот оттуда мы поднимались. Видите, сколько прошли? Вот такой вот вид здесь. Ох. Лайка почувствовала лесу. Лисья нора здесь рядом находится, прям метров 100. Вот он. Но мы продолжаем путь к обвалу. Вот это здесь. Немножко идем по крапиве. Тут недавно пожар, что ли, был? Очень много, ветки какие-то все обгорелые. Сереж, поля горели. Вот так вот мы идем. Ветер устих немножечко. Тут что, наверное, пахали недавно, что ли? Земля такая прям. Вот он. Господи. Территория огорожена. Вот так вот. Видите? Как-то страшно подходить-то. Ух ты. Сейчас мы покажем. Вот он. Грунт немного осыпается в яму, да? А вот это вот черное, это что, уголь, что ли? Вот. То есть, видите? И там вот, смотри, камень, там как это, каменоломня или что? Вот такой вот глубокий культурный слой. Вот
видите, получилась еще небольшая какая-то такая трещина. Наверное, скоро еще этот кусок обвалится под своим грузом. Но осыпается грунт по всей территории. Вот, видите, падает. Вот она. Вы представляете, мы попали прям под обрушение. Вот видите, как это? Я бы не советовал бы сюда приезжать. Достаточно того, что видео. Мы тоже уходим, потому что не дай бог. Вот видите, еще раз повторяюсь. Трещина пошла. То есть, когда это обрушится, неизвестно. Но не будем себя подвергать опасности. Еще раз повторяю, я вам советую не приезжать. Мы уходим. Так что жизнь, она дороже. Вы смотрели канал Варка Лайф. Ну, Володь, как ты думаешь, как обвальчик-то? Отличный подвал. Если бы люди были бы, крендец был бы. И трактор, вот, который пахал огород, тоже. То есть перед этим, что ли? Конечно, перед этим трактор пахал не утром, Утром. а к вечеру провалился. Обвал произошел. Ну, я надеюсь, этот трактор не мог повлиять. Нет, нет. Но там пустоты видно, этот грунт куда-то же провалился, столько кубометров. Значит, там была пещера или еще что-то. Это шахтный. Тут все-таки шахты были. Конечно, шахтный. Вот рядом недалеко. И шахта. То есть они доходили до Дедилова. Ага, у нас все Дедилово на шахте. На шахту первый раз слышу. Нет, вот эта покровка, здесь ясно, здесь была крепость старая. Это еще Вот. Александр Никитич Лепехин описывает в своих книгах. Здесь и войны были. И воины были. Ну вот мы сейчас с Сергеем шли, вот они, я показываю, как взрывы или окопы, или что это были. Да, это окопы. То есть, когда ты примерно маленьким был, это примерно какой год был? Ну, 60-е. 60-й. То есть 15 лет после войны. Ну да. То есть они еще, наверное, не заросли так сильно-то. Нет, нет, это окопы от войны. От войны и разрывов, наверное, да? Да, я думал, искатели говорили, что здесь уголь, руда. Этого я не слышал. Нет, этого никто не добывал. Уголь, да, идет. Уголь здесь был. Уголь все-таки. Мы показываем просто, как это все смотрится с другой стороны. Мы находимся на стороне, где покровка, где стояла крепость, проводится мероприятие Дедославль. Ну сколько? Метров, наверное, 500 от ямы до Покровской горы. Как вы видели на видео, там до сих пор происходят маленькие обрушения.